Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание вербному воскресенью, которое мы все с вами встретим уже 28 апреля. И именно этот день очень важен для многих людей, поэтому обязательно поговорим о том, что нужно сделать в этот день и чего категорически нельзя делать. Также поговорим о ритуалах, практиках, которые помогут вам привлечь изобилие, достаток и финансовое благополучие в вашу жизнь. Друзья, далее все более подробно. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я привлекаю деньги легко и непринужденно, истинно, да будет так». Обязательно пропишите ваше полное имя, и пусть Вселенная вам поможет в этом, друзья. А также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, друзья, очень приятно. Итак, друзья, вербное воскресенье в этом 2024 году мы с вами будем отмечать 28 апреля. Вообще, во вербное воскресенье начали отмечать еще в X веке, и еще в древности этот праздник отмечался с особым размахом. Гуляния устраивались во многих городах, в деревнях, в поселениях. Однако с течением времени этот день стали праздновать более скромно. Но все равно традиции, народные приметы передавались из поколения в поколение и бытуют в наше время. В ночь на вербное воскресенье принято проводить в храме, освещая веточки вербы, заранее сорванные около ближайших рек. Утром же было принято слегка бить веточками вербы своих детей со словами «Не я бью, верба бьет». Таким образом, считается, что родители очищали своих детей от сглаза, от порчи, от злых духов. Тот же обряд проводился и со взрослыми. Многие верили, что это поможет привлечь здоровье, быть более крепким и сильным. Надо заметить, что веточки вербы, которые собирались нести в храм на освящение, нужно было срезать только с молодых деревьев, на которых еще нет засохших веточек и повреждений. Также, согласно с народными поверьями, в вербное воскресенье нельзя брать ветки с деревьев, у которых есть дупла, а также те растения, которые растут рядом с кладбищем. Не рекомендовалось брать веточки из деревьев, которые склоняются над водой, ведь по ночам на них могли отдыхать водяные русалки. Вербное воскресенье по церковным канонам начинается с вечера субботы, но основные службы и само освящение вербы уже проводятся в воскресенье. Кроме всего прочего, на Руси этот праздник олицетворял и пробуждение природы после долгой зимушки. Недаром северные славяне выбрали символом этого дня вербу. Дерево является предвестником весны, и как только солнце прогревает, воздух нагревается, и появляются на свет пушистые комочки. Именно и они дарят веру в скорые теплые дни. И в допетровскую эпоху вербное воскресенье совершался торжественный выезд патриарха, и он выезжал на белом коне, снаряженном наподобие осла, и он символизировал въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Патриарх находился, и ввиду того, что не было папоротника, поэтому встречали патриарха именно вербовыми именно веточками. Конечно же, христианство на Руси достаточно тесно переплетено с язычеством, поэтому каждый православный праздник имеет еще народные особенности, и вербное воскресенье также имеет свои народные приметы и обряды. Но мы помним, что основным атрибутом обрядов и традиций на вербное воскресенье являются вербовые веточки с распускающимися почечками. Итак, давайте поговорим о вербном воскресенье и вообще, какое событие произошло в этот день.
Итак, в этот день, который называют вербным воскресеньем, называют еще пальмовым воскресеньем или по-церковному вход Господень в Иерусалим, это когда Иисус Христос входил в город, многие жители вышли к воротам встречать Его. И в этот момент у людей в руках были пальмовые ветвы. Но обращаем ваше внимание, что в наших краях пальма не растет. Она достаточно большая редкость. А вот верба и ивы много. Да, еще это и первое дерево, которое по весне распускает эти удивительные красивые пушистики. И взяли веточки вербы, вот такое перешло празднование. И вход Господень в Иерусалим у нас ассоциируется с веточками вербы. Люди несли веточки в храм, а батюшка их освящал. И довольно после этого люди, довольные, уносили такую вот важную ценность с собой в дом. И, как вы понимаете, вербное воскресенье – это большой светлый праздник. Это и самая строгая неделя Великого Поста. Конечно же, с вербным воскресеньем связано достаточно много народных примет, обрядов. Первое обязательно, что нужно сделать в вербное воскресенье, это постучать по телу веточкой вербы. Тогда будет здоровье целый год. Но сначала такую веточку нужно осветить в церкви, а после этого веточкой постукивать по телу и проговаривать такие слова. Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни, и таким же богатым, как земля. Родители обязательно в шутку стегали вербными веточками своих детей, и такое предпочтение отдавалось именно вербе, потому что это, пожалуй, самое и живучее дерево, какое есть только в природе. Считается, что даже если на палку вербы воткнуть в землю вверх ногами, и она все равно, веточка будет расти. Именно по этой причине считается, что и само дерево может дать здоровье человеку, потому что именно эта ветвь, она сама по себе очень сильная, и также больной человек может взять освященную в церкви веточку вербы и водить ею по тем местам тела, которые особенно беспокоят, и обязательно нужно говорить следующие слова. Святой Дух, через вербу ходи, болезнь у воды убери. Ну а вот если вас замучила бессонница, то вам нужно поставить веточку вербы у изголовья кровати и перед сном, глядя на нее, проговаривать следующие слова. «Святые ангелы, сон мой берегите, святая верба, нежить отгоняй». И на Руси считалось, что если скушать 9 вербных сережек и имена освященных в храме, то можно защититься и от лихорадки. И вообще согнать с себя любую болезнь. Если женщина не может забеременеть, ей нужно употреблять в пищу шишечки освященной вербы. Именно они считались сильнейшим средством от бесплодия. Даже если вы решаетесь на какое-то важное дело в своей жизни, обязательно съешьте почечку вербы. Обращаем ваше внимание, что освященные веточки было принято хранить целый год возле иконы. Если вам предстоит идти на какие-то важные переговоры, на собеседование, или вы собираетесь начать очень что-то важное для вас дело, и вы не уверены в результате, то именно верба поможет вам и здесь. Но поможет только та верба, которую освящена именно в церкви. Отправляясь на важное дело, вам нужно оторвать от веточки 3 почки и съесть их, запивая обязательно святой водой, при этом думая о своем деле. Правда, пользоваться именно вот таким вот свойством веточки можно только в самом крайнем случае. Постоянно не нужно. Также обращаем ваше внимание, и если вы думаете о любимом человеке, и он вам понравился, например, и не обращает на вас внимания,
И тогда девушка с этого дня, начиная с самого утра, она начинает думать о том, кто дорог ее сердцу. Ее мысли каким-то непонятным образом передавались этому парню, а вечером он приходил к ней, чтобы позвать ее на прогулку. В принципе, уже давно доказано, что человеческая мысль материальна, и все, о чем мы с вами думаем, рано или поздно обязательно случается в реальной жизни. И у вербного воскресенья вот такая достаточно сильная энергетика, которая и позволяет воплотить наши мысли в жизнь гораздо быстрее, чем в любой другой день. И не забудьте вербное воскресенье посадить именно растение комнатное. Считается, что тогда вы будете богаты. Таким образом, кстати, держали комнатные растения. Наши предки знали об этой народной примете. И, кстати, сажали даже комнатное растение. Человек, который болел, также вставал на ноги. Но у этой народной приметы есть несколько особенностей, о которых, к сожалению, мало кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности. Ну а во-вторых, сажать нужно только растения с большими и мясистыми листочками. Как вариант для проведения такой практики в вербное воскресенье подойдет денежное дерево. Обращаем ваше внимание, ну и, конечно же, главная традиция вербного воскресенья – это освящение веточек вербы в церкви. Считается, что эти веточки в течение всего года будут защищать дом от пожаров, от наводнений, ну и, конечно же, их хозяев от болезней, невзгод и так далее. Если вы не заготовили по какой-то причине веточки заранее и не осветили их в церкви, но вам очень хочется иметь освященную вербу, не отчаивайтесь. Есть два способа. Сходите утром в любой храм и приобретите веточки там. Ну а если все проспали, тогда смело идите гулять и ищите кустики с бордовыми веточками и пушистиками. Если не найдете с бордовыми, а увидите дерево с серыми веточками и желтыми пушистиками, это ива, тоже хорошо, так как на самом деле не важно, верба или ива, считайте это одно и то же. И принесите обязательно такие веточки в дом, и пусть у вас все будет благополучно. Конечно же, народные приметы связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе. Считается, что если перед вербным воскресеньем появилось много сережек у вербы, то есть распустились почки, то считается, что весь год будет урожайным, плодородным и богатым. Также он будет достаточно интересным на хорошие события. И, конечно же, есть еще несколько простых ритуалов, которые вы можете выполнить в воскресенье, вербное воскресенье. Во-первых, пустите освященную вербу на воду. Веточка уплывет, и считается, что добро и достаток приплывут к вам в дом. Далее вы можете изжигать освященные веточки вербы. Таким образом, вы будете защищать дом от пожара, а освященная веточка, воткнутая в крышу дома, можно и прикрепить ее в верхней угловой части потолка, станет оберегом для вашего здоровья, для вашего душевного спокойствия. Если же вы хотите пожелать человеку добра, удачи, то легонечко хлестните его веточкой вербы. И в этот праздник лучшего благословения просто не найти. И, конечно же, если вы хотите улучшить свое здоровье, избавиться от головных болей, то за день до праздника расчешите волосы, опустите пару волосинок в воду и полейте ей вербу. Считается, что болезни уйдут в землю вместе с водой. Также с помощью определенных магических слов вы можете привлечь деньги. Итак, напоминаю вам, что у нас с вами есть Лазаревая суббота, которую мы с вами отмечаем в этом году 27 апреля. И вот именно в Лазареву субботу возьмите в левую руку веточки вербы, а в правой перекреститесь и прочитайте молитву «Отче наш». Затем попросите Всевышнего избавить вас от любых финансовых проблем и послать в ваш дом достаток. И обязательно вот такую вот веточку надо будет обязательно осветить в церкви. Также вы можете сделать и семейный оберег.
Обращаем ваше внимание, что этот семейный оберег делается один раз в году, вербное воскресенье. Для этого вам потребуется столько вербных веточек, сколько человек в семье. Далее вам нужно в этот день, вербное воскресенье, срезать веточки, затем вам нужно идти на службу и осветить там. После этого придите домой, выпейте святой водички и начинайте из лозы плести косу. Мысленно представляем в это время, как все домочадцы взяли за руки и образовали круг. После завершения вот этой практики пусть самый старший член семьи держит венок перед иконой Божьей Матери и скажет следующие слова: «Вербой святой Павел Михаил от нас, недругов, отгонял, как правда, что вербное воскресенье нам и поможет, и злые люди исчезнут из нашей жизни. Истинно да будет так». Далее эти слова мы читаем сами 3 раза, и вот этот венок нужно будет хранить целый год у икон. Очень важно далее, друзья, обязательно вербное воскресенье пересчитайте все деньги в доме. Если у вас достаточно тяжелая финансовая ситуация, тогда вам нужно несколько раз провести эту практику. И она имеет очень большую силу. Эта практика, и вы можете проводить вербное воскресенье, даже если у вас немножечко денег. Главное, вы должны понимать и знать, что вы можете использовать только свои деньги, честно заработанным трудом. Если у вас в этот момент лежат в кошельке кредитные деньги, долговые деньги, ни в коем случае с ними не проводите практику. Когда вы будете считать, представляете, что эта ситуация, в которой вы оказались, она уходит. И она не уходит. И когда вы будете перекладывать одну купюру за другой, вы будете ее считать и представляете, что у вас много денег. И когда вы будете считать, обязательно говорите следующие слова: «С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой я становлюсь все богаче, моя жизнь расцветает и принимает все блага. Истина». Да будет так. Желательно переписать эти слова и во время практики именно читать их с листочка. Получится их выучить, вообще идеальный вариант. Друзья, что же нельзя делать в вербное воскресенье? Нельзя работать. Не стоит забывать, что в вербное воскресенье у нас празднуется Великий пост, поэтому стол должен быть умеренным. Помимо кушаний, дозволенных постом, можно есть только рыбу. А еще вербное воскресенье нельзя, обращаем ваше внимание, нельзя ругаться, спорить, выяснять отношения. Это ни к чему хорошему, друзья, не приведет. Вот такой, друзья, у нас с вами великий праздник. У нас это последнее воскресенье перед Пасхой, поэтому давайте с вами готовиться. Очень мало времени осталось. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.